Всем привет! Это пост Алексея Навального, который уже опубликован в его социальных сетях. Его для вас сегодня прочитаю я. Ну что же, по всей стране прошли выборы, и нет сомнения в том, что они были генеральной репетицией перед выборами президента, которые пройдут через полгода. Как и нет сомнений в том, что этот день голосования обрисовал нам избирательную реальность, какой ее видит наш обновленный Путин. Провалившийся главнокомандующий, но вполне настоящий диктатор. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Хочу сказать пару слов об этой реальности и уроках, которые стоит извлечь из дня голосования. Главной характеристикой выборов стали, безусловно, фальсификации невиданных масштабов. Но в этот раз они сопровождались еще и почти полным отсутствием наблюдения. Единая Россия и Путин крали голоса всегда. Вопрос был в том, поймаем ли мы их за руку или нет. Сейчас же благодаря электронному голосованию и поймать нельзя. Система электронного голосования была честной, прозрачной, надежной и, во всяком случае, более чистой, чем система голосования бумагами. Нам просто показывают результаты на экране. Невозможно придумать жульничество более наглое и открытое. Путин, безусловно, должен наградить самым высшим орденом Алексея Алексеевича Венедиктова, главного творца электронного голосования. Я, во-первых, подтверждаю, что я был автором этой идеи. Кто бы мог подумать, что самый бессовестный инструмент фальсификации, на фоне которого трюки Чурова и Памфилова окажутся детским лепетом, создаст в соавторстве с московской мэрией не злобный ФСБшник, не политтехнолог из администрации президента, а главный редактор самой большой и всеми любимой оппозиционной радиостанции. Обратите, кстати, внимание, что сейчас и обычные избирательные участки превратили, по сути, в место размещения терминалов электронного голосования. Тем не менее, те, кто пошел голосовать, поступили совершенно правильно. Мой недавний прогноз подтверждается. 10 сентября были выборы и выборы. Яростная борьба на выборах губернатора Хакасии привела к тому, что единорос, поняв, что проигрывает, буквально сбежал из бюллетеней накануне. Депутат Госдумы Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Избирком региона уже получил его заявление. Интересной и важной была борьба против единоросса в Омской области. Несправедливые, но конкурентные выборы мы увидели в Гордуму 4-го по величине города страны, Екатеринбурга. В Якутии, в Красноярске, в Великом Новгороде местные парламенты смогли избраться неугодные власти политики. Но в основном избирательные кампании прошли так, что избиратели их не заметили. Все это делается с одной целью – сохранить свое доминирование. Лучший пример – Москва. 3-й по важности выборы в стране. Явку нарисовали такую, что якобы весь город бежал на участке. Но при этом самым ярким моментом кампании стало то, что за пару дней до голосования один из кандидатов разместил интервью с собой у всех, кто всегда готов подзаработать на заказухе. Кандидат на пост мэра Москвы, вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков. У нас политика превращается в какой-то такой очень унылый кринж. Так что главный урок, который надо извлечь, опираясь на этот опыт, слово «выборы» теперь всегда нуждается в уточнении. Слышите «выборы»? Уточняйте, какие. Вот в чем все дело. Екатеринбург и Москва были как небо и земля. И рассуждать о чем-то, объединив две компании, значит рассуждать с ошибкой. Теперь о тех практических уроках, которые надо извлечь оппозиции. Я, как вы знаете, голосовать не могу. Осужденные не голосуют. Но я внимательно изучил результаты и попросил распечатать и прислать все, что написали и сказали о выборах те, кто хочет на них влиять. И скажу следующее. Что такое оппозиция применительно к выборам? Я сейчас говорю об оппозиции, независимой от Кремля, то есть несистемной. Грубо говоря, есть 3 партии. Первая партия – однозначного бойкота выборов всех уровней. Здесь самую заметную последовательную позицию много лет занимает Гарри Каспаров. Его отношение к президентским выборам следующего года понятно. Это не выборы, бойкот. Какие выборы? О каких выборах мы говорим? Вторая партия – голосуй везде, если это выглядит как выборы. Раньше это была поляна наблюдательских движений, а сейчас самый заметный голос этой партии – Максим Кац. Его стратегия на президентских выборах заключается в том, чтобы попробовать повторить то, что мы делали на президентских выборах 2012 года. Голосуй за любого против Путина. Перед этим в 2011 году «Голосуй за любую партию, кроме Единой России» отлично сработало. Мы просто заменили Единую Россию на Путина в надежде на то, что это сработает так же. Тогда это не вышло. Единственным последствием стало то, что мы насыпали голосов оппозиции олигарху Прохорову. Он получил 8% по стране и 20% в Москве, заявив, что пришел в политику всерьез и надолго. Я в политике всерьез и надолго, и по итогам выборов я думаю, что мы будем делать политическую партию.
Ну а потом забился так глубоко под корягу, что сейчас неизвестна его позиция ни по какому вопросу. От войны до ее мобиля. И где автомобиль, который вы мне обещали? А вот я ждал. Осенью этого года. Вы автомобиль обманули. Перед всей страной на сертификат. Осенью будет автомобиль. Где машина? Но это было в 2012 году. Спустя 11 лет мы живем в другой стране. И никто не утверждает, что эта тактика не может быть оптимальна сейчас. Работа там непростая, мягко говоря, будет. Поэтому удачи. Но и есть третья партия, ФБК. Никто не будет спорить с тем, что за эти 11 лет мы активнее всех участвовали в большинстве значимых выборов. Мы выдвигали кандидатов, мы 9 раз подавали документы на регистрацию нашей партии, а потом изобрели умное голосование, чтобы участвовать в выборах без кандидатов и без партий. Тем не менее, мы считаем, что участвовать надо только в тех выборах, где мы сможем бороться с режимом Путина, нанести ему ущерб. А там, где выбор — это наигрывание на власть, участвовать не надо. Вот над этим мы будем работать. По каждой кампании принимается отдельное решение. Соответственно, и по президентским выборам 2024 года у нас позиция такая. Решение надо будет принимать, когда будет ясен весь расклад. Кандидаты, агитация, наблюдатели. До последнего времени существовала и четвертая партия. Приди на выборы и спорь, унеси с собой бюллетень. Но сейчас она почти незаметна. Бюллетень неустановленной формы. Бюллетень неустановленной формы. Я описал весь этот расклад так подробно для того, чтобы вы могли ориентироваться в той адской свалке, в которую вскоре превратится спор о стратегии на выборах. Это неизбежно. Так всегда бывает, и в этом нет ничего плохого. Партия 2, очевидно, должна спорить с партией 1. Но поскольку Гарри до фонаря все их аргументы, его позиция железная, то партия 2 станет скучно спорить с партией 1, и они захотят ругаться с партией 3, приписав ей позицию партии 1. Партия 3, то есть мы, будем говорить: отвалите от нас, мы заняты делами, обсуждать пока нечего. Но если обсуждать нечего, то о чем писать в Твиттер и говорить в Ютубе? В общем, нормальная политическая жизнь. Просто понимайте, что расклад именно такой. Перехожу к самому интересному. Практические уроки для оппозиции и в чем не прав Кац. Настал момент истины. Среди большого количества мнений о выборах, что я получил, была расшифровка его видеоролика «Вы за кого?». Это важное видео, оно предвыборное. А Максим, как мы помним, голос партии 2. В нем на 1/3 странички, у меня ведь только текст, зовет голосовать, а потом на 5 страниц полемизирует с Леонидом Волковым. Но в своей полемике он допускает 5 огромных ошибок. И хотелось бы, чтобы все в России, кто думает о выборах и политической борьбе, понимали их и старались избежать. Ошибка номер 1. Так на выборы не зовут. Максим Кац – громкий голос партии 2, бежим все на выборы. Он любит подчеркивать, как много у него зрителей и просмотров на Ютубе. Моя ежемесячная аудитория в России примерно 7 миллионов человек. Он никогда не забывает напомнить о том, какой огромный охват аудитории в совокупности у него и у его давнего делового партнера Ильи Варламова. Это очень здорово. Партия 2 сгорает от нетерпения. Мы будем бороться с Путиным на выборах. Ох, как мы будем бороться с Путиным на выборах. Дайте нам скорее выборы, и мы будем бороться на них с Путиным. Ну давайте попробуем. Вот мы активное меньшинство, мы попробуем убедить пассивное большинство, что Путина надо свергнуть, сдвинуть, не свергнуть революции, а бюллетень другой в урну кинуть. Это же просто. Но вот выборы пришли. ФБК стоит на них один и озирается, как Джон Траволта в известном меме. Мы видим 0 активности от партии 2. Важнейшие выборы, важнейшие регионы, генеральная репетиция президентских выборов. И просто 0 любой активности. Ну, эта процедура не была очень значимой. Собственно, ей особенно никто не занимался, никто не вкладывался в то, чтобы что-то делать. Леонид Волков пишет Максиму: «Ну, Максим, даже твой ближайший соратник идет на выборы в Екатеринбурге. Может быть, ты его поддержишь? Может, поддержишь умное голосование?» На что Максим отвечает, что YouTube, оказывается, устроен так, что призывать надо только прямо накануне голосования. Лично для меня это стало новостью. Всегда пользовался YouTube иначе. Идите и голосуйте против таких обызовцев. 8 сентября нужно будет пойти и проголосовать. 8 сентября нужно ударить в самое больное место. Прийти на участок и привести с собой как можно больше людей. Бегите голосовать против нее. Ну и в итоге выпускает этот единственный ролик, где призыв на выборы занимает 2 минуты и 40 секунд. Ну ладно, тут не вышло бороться с Путиным на выборах. Ну, наверное, мы поборемся в Омске, где в губернаторы идет очень омерзительный и очень коррумпированный, но довольно слабый путинист. А как мы помним, наш путешественник Варламов однажды даже шел на выборы мэра Омска, а Кац был начальником его штаба. Ох, сейчас задаст Варламов этому Хаценко, ведь у Варламова так много просмотров. Такая будет борьба с Путиным, что ого-го. Но что мы видим?
Ничего не видим. Не заинтересовали тревел-блогера Варламова выборы в городе, который он когда-то хотел возглавить. Он в свое время потратил на завивку волос, а не на борьбу с Путиным. С Хоценко в итоге боролась Певчих, выпустив про него отличное расследование. И Амич Шипелин. Приходите на участки 9 и 10 сентября и голосуйте за любого, кроме Хоценко. Каждый ваш голос приближает второй тур, где, как мы это уже видели, такие Хоценки проигрывают с треском. Хоценко в итоге оказался одним из 2 губернаторов от «Единой России», еще в Магадане, чей результат снизился по сравнению с результатом кандидата от власти на прошлых выборах. Нет сомнений, что если бы Кац с Варламовым и вся партия номер 2 хорошенько потеребили его, то это была бы неплохая борьба с Путиным. Но не сложилось. Фиксируем. Так на выборы не зовут. И нет ни малейшего толка от охватов и просмотров, если они не используются для призыва людей на участки. Исправить эту ошибку мы можем легко. Нужно просто нормально звать людей на выборы. Ошибка номер 2. Голосовать надо не ногами и руками, а головой. В своем ролике Максим Кац дважды называет умное голосование гениальной стратегией. Собственно, именно эта простая идея и сделала умное голосование столь гениальной технологией. Гениальность умного голосования в том и состоит. Навальный смог найти дыру, которую система не может заделать. Ну что же, нам приятно, что признание пришло хотя бы спустя 4 года. На этих выборах я заранее сказал об этом. Мы планировали делать умное голосование точечно. Екатеринбург был главной нашей целью, но мы об этом помалкивали. Все складывалось отлично. Волков, тут я должен снять перед ним шляпу, он вновь доказал, что он один из лучших политических стратегов страны, принял важное решение. Он не только огласил список, но и отступил от базового принципа умного голосования. Предлагать только фамилии, но не партии. В этот раз умное голосование официально призывало голосовать за Яблоко по партийному списку и дало список самых сильных кандидатов от разных партий по округам. Ну так вот, я не знаю, надо тут смеяться или плакать, но в своем предвыборном ролике Кац дважды называет умное голосование гениальным, но при этом призывает голосовать не за кандидатов умного голосования, а исключительно за кандидатов Яблока. Умное голосование он предлагает поддерживать только в тех округах, где нет яблочников. При этом он почему-то называет умное голосованием списком Волкова. Там список с рекомендациями Леонида Волкова. Это полный провал. Особенно ужасно этот провал выглядит на фоне того, что до этого Волков долго терпеливо и объяснял Кацу, что он ни черта не понимает в екатеринбургских выборах. Он не знает людей, он не знает округов, он не понимает расклады. А мы все лето потратили на мониторинг этой кампании. Не болтали о том, как будем побеждать Путина на выборах, а работали, чтобы отнять у Путина несколько мандатов в Думе 4-го по величине города России. Но это еще не все. Это был двойной провал, потому что такое уже было. В 2020 году Максим Кац проклинал умное голосование из-за того, что мы не поддержали всех его кандидатов, а поддержали только 20 из 35. При этом в тот год мы мониторили 66 компаний в 39 регионах России, поддерживали 1171 кандидата. В 18 случаях призвали голосовать вместо наших кандидатов за фиг знает кого. По итогам выборов тогда выяснилось, что мы были правы. Эти кандидаты Каца были ужасны. Никто из них не занял место выше 3-го. А что мы видим по итогам этих выборов в Екатеринбурге? Яблоко набирает 9,5%. Лучший результат с 1993 года. Умное голосование вновь дало очень точный список кандидатов. Волков был прав, а Кац нет. И невыбранные умным голосованием были просто плохими кандидатами. Никто из них не занял место выше 4-го. Умное голосование добавило к кандидатам в среднем 6%, а в 10 округах кандидаты заняли 2-е места. Чего нам не хватило? Так это явки. Еще 6-7% избирателей пришли бы на выборы, и мы отняли бы у Путина эти 10 депутатских мандатов. Умное голосование очень эффективно, поэтому оно объявлено властью экстремистским. Все паблики и СМИ в Екатеринбурге, к кому мы обратились, отказались публиковать наш список или хотя бы дать на него ссылку. И это не предъявишь в качестве претензии, ведь такая ссылка чревата уголовным делом. Многим людям экстремистские ролики ФБК даже страшно смотреть, а не то, что распространять. Мои возможности звать на выборы почти отсутствуют. Я, честно говоря, обо всем этом, о результатах, о Хоценко в Омске, про то, что умное голосование поддержало Яблоко, про спор Волкова и Каца, узнал только через неделю после выборов. Как правильно, неутомимо подчеркивает Кац, озвучка моих писем набирает в YouTube меньше, чем видео «Живого гвоздя». Твое обращение на твоем основном канале, где были когда-то миллионы просмотров, десятки миллионов, так вот оно за день набрало примерно столько же просмотров, сколько стандартное видео «Живого гвоздя». Ну так тем более, зачем тогда, признавая гениальность умного голосования, все равно призывать голосовать иначе? Если у вас в регионе проводится выбор губернатора, голосуйте за любого кандидата, кроме единоросса, или портите бюллетень.
Зачем лезть туда, где ты ничего не понимаешь, и давать советы о том, что ты не понимаешь? Вместо 1000 обещаний бороться с Путиным на выборах надо было послушать Волкова и записать пару ясных роликов. Поддержите умное голосование в Екатеринбурге и убедить своего друга Варламова сделать так же. И Путин получил бы на Урале сильнейший удар. Фиксируем. Голосовать надо не руками и ногами приходить и бросать, а головой. Забудьте про то, что можно просто прийти и проголосовать по партийному принципу. Или за того, у кого наименее противное лицо на плакате. Нужно думать и рассчитывать шансы кандидатов. Это сложная работа. Пользуйтесь умным голосованием. Все признают его. Гениальность. Ошибка номер 3. Кандидаты важны. Третье заблуждение многих и Катца в том числе. Они считают, что кандидат может быть не важен на выборах. Мы должны использовать любого кандидата как средство передвижения. Относиться к нему не как к персоналии, а как к инструменту с одной единственной функцией – нанести режиму Путина наибольший вред. В подтверждение приводится то же самое голосование в 2019 году. В моем округе в 2019 году на выборах в Мосгордуму победил кандидат, который не то что кампанию не вел, в Москву ни разу за все время агитации не приехал. Бюджет его кампании был 0 рублей, а кандидатом он зарегистрировался только потому, что он тезка оппозиционера, которого в этом округе сняли. Вот, мол, Навальный составил список людей, за них и проголосовали, избрав в том числе совершенно бессмысленного чувака. Его поставили в бюллетени за его фамилией. Это просто фундаментальная ошибка. Я не составляю никаких списков. И Волков тоже. Не мы решаем, кто будет в списке умного голосования. Тогда в Москве избрали Ступина, Шувалову, Беседина, Тимонова и остальных не потому, что они понравились ФБК. Они просто были лучшими кандидатами. Мы тщательно изучили предвыборные расклады во всех округах и увидели – эти кандидаты самые сильные, и показали на них. Умное голосование – это не список Навального, а просто указатель. Объективно оцениваем шансы кандидатов и указываем на сильнейшего. Уровень доверия к этой системе высок, поэтому иногда это приводит к таким смешным успехам, как избрать двойника, прокатив единоросса. Но это было возможно только потому, что в остальных округах были сильные депутаты, и люди шли голосовать за них. Так и в Екатеринбурге в этот раз. Это не мы перетащили партию «Яблоко» через 5% барьер, о который она всегда разбивается. Мы увидели, что складываются условия. Протестный город, активная кампания, нормальные кандидаты. И наш указатель показал: давайте голосовать сюда. Здесь есть шансы получить хотя бы одного нормального депутата. Но без кандидатов все это было бы невозможно. Поэтому и на президентских выборах 2018 года умное голосование не сработало бы. Никакой силой, никакими убеждениями нельзя призывать голосовать избирателей за Собчак или Явлинского. Людей с либеральными взглядами в нашей стране сегодня, к сожалению, мы в меньшинстве. Это надо признать и быть реалистами. Избиратели без нас отлично понимают, что это будет не умное голосование, а тупое. Резюме. Кандидаты важны. Все в итоге держится на них, а умное голосование лишь указатель. Можно искать стратегию борьбы на выборах и вообще не имея кандидатов, но это совсем другая история, и обсуждать ее нужно отдельно. Ошибка номер 4. Выборы – это тяжелая работа. А сейчас расскажу о самой огромной, самой опасной ошибке Катца и его сторонников. Для меня самое возмутительное в его роликах, этом и остальных, это обещанная простота победы. Мне кажется, что у нас есть хороший шанс убедить большинство не голосовать за Путина. И если мы это сделаем, если в урнах в марте 24-го будет лежать 60% голосов против Путина, то это будет огромная победа для нас с вами. Да что там, надо просто прийти и проголосовать, и завтра не будет никакого Путина. Что тут сложного? Голосовать, агитировать и выступать. Даже его главная метафора очень характерна. Все фигня. Найдем кандидата, вставим в него соломинку и надуем как лягушку. В кого вставить соломинку и изо всех сил надуть лягушку до состояния не такого уж ужасного принца, мы как-нибудь сообразим. Такими методами и таким отношением можно привести на выборы зрителей своего YouTube-канала. Но это меньше 2% избирателей. Да и то половина находится за границей. Ровно поэтому в 2018 году у Катца было целых 2 лягушки. Надутых только до 1,5%. И в 2020 году во время голосования на пеньках и в багажниках точно так же лихо анонсировались миллионы избирателей и скорый побег Путина. Закончилось все ожидаемым пшиками, не только потому, что идея была дурацкая, а потому что, собственно, никто палец о палец не ударил для реализации. Были только ролики и твиты. И раз уж Максим Катц весь свой предвыборный ролик построил на примере выборов в Москве 2019 года, когда мы разгромили Единую Россию, то сейчас я скажу по секрету и Максиму, и всем остальным, кто тогда создал эту победу. Это совсем не я с гениальной технологией или особенным вкладом. Я мало что делаю. Уже давно моя роль в ФБК сводится к 3 вещам. Придумывать идеи, сидеть в тюрьме, лежать в коме.
Знаете, почему тогда был успех? Да потому что мы чуть не сдохли, пока делали эту кампанию. Если вы ищете того, кто тогда обеспечил победу, то ищите певчих, которые со своим отделом расследований на грани нервного срыва фигачило тогда одно расследование в день. Не ролик, а настоящее, очень хорошее расследование. Иначе людей на участке было бы не привести. Ищите Волкова, который бессонными ночами искал наилучшего кандидата по всем 45 округам и одновременно отбивался от тех, кто тогда мочил и дискредитировал умное голосование. Мы их всех прекрасно помним. Мы победили тогда, потому что Соболь выносили из избиркома вместе с диваном. Полнейший трэш, то, что сейчас происходит на выборах в Москве, мне кажется, более циркового представления устроить было просто сложно. Она отказалась уходить, протестуя против недопуска, а потом объявила голодовку и платила своим здоровьем за то, чтобы привлечь внимание людей к этой несправедливости и привести их на участки ради других кандидатов. Победа тогда была сделана десятками тысяч людей, кто выходил на улицу, протестовал против недопуска кандидатов и не уходил, несмотря на избиение полицией. Несколько настоящих живых людей тогда без всякой вины посадили в настоящую ужасную тюрьму. И это тоже была цена, заплаченная за успех. Да-да, Максим, честные избирательные кампании против диктаторов и их слуг всегда связаны с протестами. И нет выборов без тех, кто организует, призывает и участвует в протестах. Не трусит, не жульничает, а честно борется. Поэтому лягушки и не надуваются, сколько в соломинку не дуйте. Давайте я просто напомню, сколько кандидатов и сотрудников ФБК тогда арестовали. Илью Яшина на 50 суток, Владимира Милова на 30, Жданова на 23, Олега Степанова тоже на 23, Дмитрия Гудкова на 40 суток, Константина Янкаускаса на 26, Александра Соловьева на 28, Юлию Галямину на 35 суток, Бориса Лотаревского на 30 суток, Владимира Бурмистрова на 3 и меня самого на 30 суток. Это они и многие другие арестованные, но не испугавшиеся протестующие добились успеха на выборах. Мы должны понять и запомнить, что выборы — это тяжелый труд, а не ролики в Ютубе, заказанные интервью и надувание лягушек через соломинку. Именно это легкомысленное отношение и лень привели российское демократическое движение от огромного уровня поддержки конца 80-х к маргинальному гетто в нулевых. Успешная политическая кампания — это всегда тяжелая работа. На земле и в интернете, штабы, листовки, кубы, аналитика, типографии, реклама, волонтеры, поездки, баннеры — все это мы делали в рамках умного голосования и в 19-м, и в 20-м, и в 21-м годах. Делали, и был результат. Но если этого не делать, или если нет возможности этого делать, то рассуждения о том, что мы будем вести кампанию, являются ложью и лицемерием. Ролики в YouTube для тех, кто тебя и так смотрит. Это не кампания, и результата никакого не будет. И последнее, 5. Максим очень ошибается, предлагая нам свое решение этих проблем. Самым важным он видит создание некой общественной коалиции. Чтобы это сделать, понадобится очень широкая общественная коалиция, в которую, конечно же, должна входить и команда Навального. Я стараюсь начинать эту коалицию создавать. Недавно встретился с Михаилом Ходорковским, а потом с Львом Александровичем Пономаревым. Я страшно рад, что Кац встретился с Ходорковским и Львом Пономаревым. Это большая политическая удача. Действительно, ведь ровно эти люди не создавали коалицию всего полгода назад, не подписывали очень громкую Берлинскую декларацию, не праздновали долгожданное объединение оппозиции. Поэтому сейчас нужно срочно создать еще одну коалицию в том же составе, чтобы полгода не делать ровно ничего. То есть совсем, буквально ничего, ведь они даже не собрались на свое второе заседание. А потом надо будет заявлять о расколе коалиции, как это было с Берлинской. А потом снова создавать коалицию, надеясь, что вокруг все идиоты, у которых память отшибла. Больше коалиций, богу коалиций. Поэтому я сэкономлю Максиму Кацу время для его запланированной дискуссии с ФБК. Сформулирую предельно четко. Идите к чертовой матери со своими коалициями. Это имитация деятельности, фальшивка. Вместо работы люди устраивают президиум, чтобы в нем сидеть с важным видом. Вы вторую коалицию за полгода создаете, а выборы в Екатеринбурге порекламировать не можете. Вам для этого коалиция нужна? Нам нет. Мы не собираемся участвовать в имитации деятельности. Для этого нет ни времени, ни желания. Мы понимаем наш план к президентским выборам. Опросы, фокус-группы, исследования, анализ данных, которые дает агитмашина, кстати, над которой работает Волков. Вот дурак, ведь мог бы не работать, а заседать в коалиции. После того, как будет ясен расклад с кандидатами, агитацией, наблюдением и нашими возможностями, принятие стратегии действий. Заседания в Париже и кофе-брейк с булочками в компании бездельников нам для этого не нужны. Вот такие уроки, как мне кажется, можно извлечь из прошедших выборов. Мы все знаем, что Путин наш враг. Враг России, враг российского народа.
Победить этого врага можно только трудом, агитацией, расследованиями, избирательными кампаниями, протестными акциями, взаимной солидарностью. Что точно не страшно нашему врагу, так это заседание коалиции, болтовня и надутые лягушки. Давайте трудиться.